Всем здравствуйте, всем доброго времени суток. С вами снова я, Светлана, и вы на канале Астрокошка Сарматали-Патан. И как вы видите по названию видео, сегодня видео будет посвящено медицинской астрологии. Мы сегодня рассмотрим, как отражаются системы органов, как отражаются процессы вообще физиологические в медицинской астрологии, за счет чего, по каким знакам, по каким планетам, да, как между собой можно понять о каких-то патологиях, нарушениях, да, какие планеты, какие знаки за какие заболевания отвечают, да, и как вообще рассматривать, допустим, натальную карту человека на предмет предрасположенности к болезням, да, или если, допустим, человек уже заболел и не могут определить, что за болезнь, да, откуда, какие причины, где искать, как говорится, развязку, да, то тогда обращаются к натальной карте, и можно найти подсказку в натальной карте, посмотреть, где слабые места в карте, да, в плане здоровья слабые места. И, как обычно, да, в классике медицинской астрологии рассматривают планеты-малефакторы или планеты-вредители. Да. В классике считается, что такими планетами являются Марс и Сатурн, но по моему опыту рассмотрения натальных карт, а я с вами делюсь только сугубо своим опытом, да, как бы ни в коем случае не обесцениваю опыт других своих коллег, да, но пускай он будет просто как дополнение, да, к тому, что уже известно. Я бы сказала, что все-таки планет-малефакторов значительно больше, и не надо сосредотачиваться только на анализе Марса и Сатурна в натальной карте, да, потому что ими могут выступать также и Плутон, как вы все знаете, тот же самый Нептун, да, Уран и Юпитер даже, который многими считается хорошей такой планетой, да, и добродетелем. Будем разбирать, и вы потом поймете почему. Также я для вас приготовила, сама лично собрала такую вот шпаргалку, табличку, чтобы вы могли в случае чего легче как бы ориентироваться, да, как бы подсматривать, чтобы она была как подсказка у вас такая вот доступная. Я там как бы распределила по планетам. Вторая графа, столбик точнее, процесс, который вызывается, да, как бы патологический, может быть связан конкретно с этой планетой. Орган и локус, то есть за что отвечает эта планета в организме, да, как бы за какие органы, за какие системы органов, может быть, за какие, скажем так, нормальные процессы физиологические в организме, да, и как бы еще четвертый такой вот столбик я выделила: источник, либо провокатор заболевания, да, то есть тот, который мы определяем по положению планеты в доме. И там может быть, скажем так, источник заболевания или провокация заболевания. Вот я там сделала такие пометки, да, это, допустим, образ жизни, да, и какая-то личная все-таки планета или социальная, допустим. То есть тогда человек понимает, что это образ жизни, он связан с личными какими-то привычками, какими-то, да, тем, как человек сам для себя решил, да, вести образ жизни, или все-таки образ жизни, который зависит от социума, от работы, от влияния друзей, допустим, или человек подстраивается под партнера, под своего, из-за этого поменялся у него образ жизни, да, как бы вот так вот. Или, допустим, вот есть в столбике такие пометки, как гендерная личная планета, да, гендерные планеты это у нас Марс и Венера, да, то есть те, которые привязаны непосредственно к полу, к женскому или мужскому полу, и плюс еще личная, гендерная личная или гендерная социальная, допустим, планета, как бы, да, то есть гендерная социальная это та, которая как бы вы пытаетесь как-то соответствовать общественным каким-то привычкам, и от этого, может быть, меняете образ жизни, какие-то вкусы, предпочтения, и из-за этого у вас, получается, отражается на вашей гендерной системе, как бы, да, то, что связано непосредственно с вашим полом, да, как бы
Или, допустим, образ жизни социальный, да, или психическая, социальная. Я разные пометки там поставила напротив каждой планеты. Как бы так вот я анализировала. Так, и также я еще пометила, какая планета является чем. Очень кратко, одним словом, да, чтобы вы на это слово ориентировались и примерно понимали для себя, что это за процесс. Так, в общем, одним словом, да, конечно, мы будем это все разбирать более подробно, но вы будете по одному слову уже ориентироваться, откуда ветер дует. Вот так вот. Например, Марс для всех считается в медицинской астрологии провокатором любой болезни, потому что это всегда применение какой-то силы извне, это применение какой-то, ну, как бы, да, насильственный какой-то процесс. Даже тот же самый, допустим, гастрит, да, это повреждение пищей оболочки желудка, да, вот как-то так вот. Или, допустим, Сатурн, да, он считается в медицинской астрологии не сколько провокатором, как Марс, а блокиратором. Тот, который ограничивает, либо препятствует чему-то. Отвечает, да, ну, как бы мы сейчас будем это все разбирать более подробно. Это я тоже сделала такие пометки. Тот же самый, например, Уран, да. Уран у нас планета непредсказуемости, и в том числе и несчастных каких-то случаев, то, что нельзя, скажем так, предусмотреть, да, может быть, это не совсем заболевание, но как следствие, да, какого-то непредвиденного случая. Вот я сделала пометку диверсант, да, то есть это то, что мы не ожидаем, или заболевание, то, что мы не ожидаем, и никогда такого не было, да, и вот опять как бы вот такое вот, да. Или тот же Нептун, шифратор, да, я его назвала так комично. Шифратор тот, который, наоборот, скрывает диагноз, который мешает постановке диагноза, тот, который замыливает картину, смазывает симптоматику, да, или тот же самый Плутон, да, трансформатор, тот, который участвует и изменяет все, и трудно найти первопричину заболевания, трудно найти корень этого всего, да, вот как бы так. И я вот сделала такие вот пометочки. Юпитер, да, наш любимый нагнетатель или раздуватель, да, как бы можно так его еще назвать. Тоже объясню, в каких случаях он может быть тоже малефактором выступать. Вот как бы так. Так, и хочу сказать еще по поводу того, что мы будем за что принимать медицинская астрология. Потому что очень много, скажем так, из-за того, что специалистов в этой области астрологии не так много, да, а это должны быть люди, которые разбираются в медицине, разбираются в физиологии, в заболеваниях, то есть это должны быть люди с медицинским образованием, таких людей мало в астрологии на самом деле, из-за этого появилось очень много своего субъективного видения, да, как бы много версий, как бы как считать натальную карту на, ну, как бы в медицинской плоскости, да, как бы. И вот одна из таких версий, это моя версия, да, как я вижу. И для себя я, допустим, принимаю планету за процесс все-таки, который происходит, но при этом планета, она также и связана еще и с органом, и с локусом, но в зависимости от того, что, ну, потому что орган тесно, напрямую взаимосвязан с процессом, который он должен производить в норме, да, как бы, и поэтому нельзя разрывать планету, допустим, от органа и отдельно процесс, да, как бы, и поэтому в моей табличке я поставила, как бы, и тут сделала даже заголовок этого столбика, да, планета или диспозитор знака или дома. То есть вы будете смотреть, допустим, положение планеты в доме, в знаке, да, но при этом вы будете учитывать еще и диспозитора этого знака, диспозитора этого дома, да, как бы, и это все нужно синтезировать и связывать между собой. Вы будете понимать, что знак, допустим, да, это локус, это место, которая связана с управителем этого знака, да, с этой планетой. Орган-мишень, да, как бы, или орган, который производит какой-то процесс, да, что он выполняет вообще в организме.
А у нас 3 креста и 4 стихии, да, и при этом у нас крест фиксированный, мутабельный и кардинальный крест, да, которые будут как раз показывать, насколько быстро будет меняться ситуация, насколько резкие или постепенные будут перемены в процессе заболевания, которые вызываются вот в этом органе или в этом месте или в этом процессе, да, как бы в этой функции. Можно оценить, да, по тому, в каком знаке стоит та или иная планета. Также, допустим, дом, как я уже сказала, да, также стихия, допустим, она отвечает еще за системы органов. Это мы тоже еще будем разбирать. Поэтому приготовьтесь, видео будет очень долгое, можете ставить на паузу, да, делать перерывы и смотреть его с перерывами, как бы. Дом – это у нас место, которая показывает причины либо источники заболевания, вследствие чего, каких вообще обстоятельств возникает этот процесс, эта болезнь. Да? Это, допустим, наследственное заболевание, да, если там в 4 доме стоит, или это рабочее профессиональное заболевание, или это заболевание, которое, там, не знаю, ребенок из садика принес, элементарное, да, или это вы подцепили в транспорте, допустим, как во время перемещения где-то в дороге, да, подцепили это заболевание, началось, ну, не знаю, может быть, не то поели, или там инфекцию какую-то подцепили, или там пострессовали, или еще что-то. Ну, в общем, дом как раз показывает источник болезни или от чего, да, происходит, как бы. Ну и аспекты между планетами, да. В классике все говорят, что нужно читать только негативные, дисгармоничные аспекты квадратуры, или оппозиции, или соединения, да, но я как бы вам уже в других своих видео неоднократно повторяла, что неважно, какой природы аспект, важно то, что вообще существует связь между планетами этими, и вот они уже будут связаны. Даже при гармоничных аспектах могут возникать заболевания общие, да, как бы между планетами. Допустим, в заболеваниях, вот аспект между 2 планетами, да, и одна планета будет выступать указателем органа больного, да, другая планета будет выступать тут указателем на процесс, который происходит, да, ну, допустим, Марс там в аспекте с, допустим, с Венерой, да, происходит какой-то воспалительный процесс там в матке там или еще где-то, да, вот как-то так вот. И получается, что нужно вот четко ограничивать, как бы, и понимать, да, для себя, что если аспект происходит с планетой-малефактором, с планетой-вредителем, да, вот получается, что вот эта планета, она будет описывать, что происходит, патологию процесса, да, и другая планета будет указывать на больной орган, либо на больную систему, да, органа, короче, или на место, на локус в организме, да, человека, что именно страдает. И вот положение получается в знаке вот этой планеты, по знаку, по оценке и силе знака, мы можем сказать, да, насколько этот орган, он крепкий или не крепкий в отношении сопротивления тому процессу, который происходит. То есть он выдержит этот удар или не выдержит, да, и как быстро. И, допустим, он в каком доме находится. Он находится в доме выгодном для себя, как я уже объясняла, да, в предыдущих своих видео, или в таком доме, где он, наоборот, злой, слабый и ничего не может там сделать. Он в доме своего изгнания, допустим, да, или падения, как бы, и он тогда будет более податлив против вот этого агрессивного какого-то процесса над ним, да, или что происходит. То есть у него не будет столько сил, чтобы бороться, допустим, с тем, что происходит как бы с ним, с этим органом, допустим, да. Вот так вот примерно это читается. Но зато, понимая, в каком доме он находится, вы можете четко для себя прояснить и понять, откуда ветер дует, откуда ноги растут, да, от чего это произошло. И уже можете коррелировать лечение. Вы можете, по крайней мере, убрать это влияние, да, которое привело к этому всему, да, к ослаблению этого органа. Или, допустим, вы видите тоже, в каком знаке, в каком доме стоит, скажем так, планета-малефактор, и будете понимать, она там добрая или злая, да, то есть она, скажем так, поработает
накричит на этот орган, да, как говорится, ай-яй-яй, пожурит его, но этот орган нормально с ним справится, да, как бы выработается иммунитет, да, и как бы, и все, и транзит пройдет, как бы все, вы выздоровеете, допустим, да, потому что эта планета Малефактор, она стоит в слабом для себя месте, или в невыгодном для себя доме, она оттуда изгоняется, да, и это указание будет на быстрое какое-то излечение, да, то есть вот как-то так. То есть вот это все нужно в комплексе учитывать. И что еще? Также мы анализируем, естественно, ядро в карте человека, как в натальной астрологии, так же и в медицинской астрологии мы тоже учитываем Луну и Солнце, да, насколько человек вообще способен себя вытягивать из сложных каких-то ситуаций, из заболеваний, да, он более активный или пассивный, да, то есть и в зависимости от того, какое у него ядро, активное или пассивное, ему как раз и нужно в соответствии с таким ядром применять методы лечения, да, как бы, если, допустим, ядро очень активное, допустим, да, как-то и преобладают планеты в там огненных или воздушных знаках, то выбирая между разными методиками лечения, да, то нужно, конечно, человеку выбирать те методики, где он будет социально активный, где он будет выходить из дома, где у него будет общение, где у него будут какие-то более живые методики, более кардинальные какие-то, активные, да, а не более пассивные. Вот как-то так. То есть это будет вытягивать его и мотивировать на выздоровление. Также анализирует 6-й дом, об этом тоже обязательно нужно сказать, да, который как раз и показывает, какой мы вообще пациент. Да. Анализируются планеты в 6-м доме, то есть планеты в 6-м доме как раз будут показывать, какие органы, какие физиологические процессы могут попадать на диспансеризацию или с чем мы можем приходить к врачу. Вот так вот это считается, да. Естественно, управителя 6-го дома мы учитываем. Управитель 6-го дома в знаке или в доме будет показывать, как быстро мы очухиваемся от болезней, да, как мы быстро выкарабкиваемся, какие эти болезни. Они будут более затяжные или они более такие будут, наоборот, быстро будут проходить и поверхностные какие-то. Да. И, естественно, управитель 6-го дома, планета-управитель 6-го дома, диспозитор, да, в другом доме будет показывать, через какие обстоятельства мы быстрее будем поправляться, да, или, допустим, какие методики лечения, да, из предложенных врачом нам будут более благоприятно на нас влиять, будут ускорять выздоровление, да, вот так вот. Как бы так, еще, что еще хотела сказать, также очень сильно помогает в определении постановки диагноза и в том, как все-таки правильнее будет вылечиться, да, как бы вылечить это заболевание, построение декумбитуры. Для тех, кто не знает, декумбитура – это хорарный гороскоп болезни, построенный на момент обращения заболевшего человека к астрологу. То есть это как обычный хорар, да, от Кверента, но это медицинский хорар, тот, который показывает, откуда произошли как бы процессы болезненные, да, от чего, как давно они начались, показывает, в каком состоянии сейчас Кверент, какое состояние здоровья у него, да, оно будет активно бороться или будет все-таки очень такое слабое, да, как бы состояние здоровья, и нужны еще дополнительные меры по усилению иммунитета или усилению, допустим, определенных органов или еще что-то, да, как бы как быстро он выздоровеет и за счет чего, да, как бы все-таки будет выздоровление. Можно увидеть, каких энергий, допустим, не хватает этому больному органу, и что будет лучше для него, допустим, тепло или холод, или воздух, допустим, или кардинальное какое-то радикальное лечение, да, назначить, все-таки выбрать операцию, а не длительное какое-то медикаментозное лечение. Вот это вот тоже все это можно увидеть в декумбитуре, в самом хораре, да, как бы вот так вот. Ну, все-таки по моему опыту практическому лучше при рассмотрении декумбитуры
еще опираться на натальную карту самого человека. В натальной карте вы подчеркнете намного больше информации, и она поможет разгадать этот харар. Вот так вот. Так, давайте пробежимся по стихиям. Какая стихия за какие процессы отвечает, да? Первое, да, ну как бы по порядку начнем. Огонь, огненная стихия, в которую входят у нас Овен, Лев и Стрелец, да. Это вообще все процессы, которые связаны с активной деятельностью. Активная, скажем так, работа насоса, там, где идет нагнетание какое-то, где идет, скажем так, активная смена каких-то состояний, да, и на которая очень чувствительна к внешним факторам среды и которая ускоряет, да, как бы вот эти вот все процессы, да, которая, вот, допустим, Овен у нас, да, отвечает за голову, Лев отвечает за сердце, да, Стрелец отвечает, ну, грубо говоря, за печень и ноги, да, допустим. Это то, что активно работает, и то, что мы как бы можем повлиять, и, допустим, инфекционные заболевания, да, это тоже мы можем повлиять на это все. Земля – это у нас всегда форма, это кожа, мышцы и кости, да, как бы вот так вот, то, что держит непосредственно форму. Воздух – это у нас все-таки передача нервного импульса, это высшая нервная деятельность и вообще все, что обеспечивается нервными импульсами. Вода – это все жидкости в организме, это вот грубо говоря, да, все жидкости и обмен жидкостями между органами. И гомеостаз, да, циркуляция, как бы вот этого всего, вообще жидкого состояния, да, любого, как бы, вот так вот. Это очень так поверхностно, но сейчас мы будем разбирать все-таки, да. Ну и давайте, наверное, начнем все-таки. Так, я думаю, с чего же начать. Давайте давайте начнем все-таки с планет-малефакторов, отдельно разберем, а потом перейдем отдельно к знакам и планетам, да. Но планеты-малефакторы, те, которые все-таки являются вредителями, вот мы их по порядочку разберемся, чтобы когда мы будем разбирать органы, да, и заболевания по этим органам, по этим знакам, вы для себя понимали, при участии какой планеты может быть вот отличие между заболеваниями, допустим, да. Давайте начнем с Марса, самого первого, тот, который чаще всего, быстрее из этих всех планет он движется, да, по зодиакальному кругу, и он чаще всего будет, скажем так, причиной. Планета Марс, как планета-вредитель, будет вызывать как и социальные заболевания, так и различные физиологические. Да? Марс отвечает за воспалительные все заболевания, там, где происходит острый какой-то воспалительный процесс, где происходит поднятие температуры, где может быть оперативное вмешательство, потому что у нас планета отвечает за острые какие-то режущие предметы, да, за скальпель отвечает. Марс у нас отвечает за огнестрельные какие-то ранения, за различные травмы с нарушением кожного покрова, то есть различные ранки, порезы, рваные раны, в общем, за вот такие состояния, да. За лихорадки он отвечает у нас, там, где идет поднятие температуры и спада, и причем это все активно, быстро меняется, да, как бы вот так вот. Ну и, естественно, за травматизацию, за какую-то, как я уже сказала. И он у нас всегда является провокатором. То есть он сам провоцирует. Не вы просите, чтобы вас там порезали, да, а он сам провоцирует как бы какой-то процесс. Сатурн, второй, да, вредитель у нас такой самый популярный, да, он как раз-таки выступает, как я уже говорила, блокиратором. Он блокирует различные потоки жидкостей, потоки, не знаю, нейромедиаторов, допустим, потоки
прохождение пищи, допустим, он блокирует, да, выхождение желчи или лимфы, или воды, допустим, он останавливает и блокирует, да, или препятствует. С Сатурном могут связаны быть камнеобразующие процессы, да, допустим, кристаллизация. С Сатурном также связана различная, как бы, вот эти вот запоры или скопление пищи в определенном месте, допустим, да, дивертикулез какой-то или еще что-то вот такое, да. И так как Сатурн у нас это Хронос, да, отвечающий за время, он всегда удлиняет во времени эти все процессы. С Сатурном всегда связывают хронические какие-то заболевания, те, которые постепенно, как бы, и вяло текущие имеют природу, да. И, то есть постепенно это все образуется, да, не за один день, как у Марса, допустим. Так, ну и естественно Сатурн, допустим, связан еще с различными дефицитами, потому что он блокирует всасывание, допустим, нутриентов, да, или каких-то минералов. Он связывается с нарушениями метаболизма, потому что замедляется, он связан с процессами замедления, да, замедляется метаболизм, допустим, не с той скоростью происходит, и где-то в другом месте происходит как раз-таки нехватка. Сатурн – это планета ограничений и остановок, да, и планета, которая связана как раз с дисциплиной, да, то есть там, где нарушается дисциплина, где нарушается какой-то размеренный распорядок, вот там он будет присутствовать Сатурн. Плутон у нас известный трансформатор. Плутон у нас связан тоже с вялотекущими инфекционными процессами, которые не дают, возможно, такой резкое какое-то повышение температуры или вообще нет повышения температуры, но при этом есть инфекционный процесс. Да? Или, допустим, аутоиммунные какие-то заболевания, просто инфекционный какой-то скрытый процесс. Да? Он всегда у нас связан со всеми видами склерозов. Вот, кстати, Хокинга, да, был склероз односторонний, и с генетическими заболеваниями. Это все потом по табличке я еще буду вам проговаривать. Нептун, да, шифратор, вносит сумятицу в постановку диагноза, размывает картину диагностики, отвечает за злокачественное новообразование, отвечает за анемию, потому что связан с составом крови, да, с клетками крови, с жидкостями вообще, да, за эндокринные заболевания отвечает, за заболевания, вызванные лекарственными средствами фармацевтическими, вообще всеми химическими средствами, да, любые заболевания, отравления те же самые, да, вот это вот все Нептун. Психические заболевания, да, зависимость, интоксикация, вот это все Нептун. Уран – это у нас вирусные заболевания, заболевания высшей нервной деятельности, нервной системы и несчастные случаи, да, неожиданные какие-то травмы, аварии, удары электротоком, допустим, или, допустим, удушение и нехватка воздуха еще, да, вот как-то так. Юпитер – это у нас все как бы, процессы, которые связаны с нагнетанием и накоплением, да, когда чего-то становится слишком много. С Юпитером связывают все там, диабеты, различные, допустим, апоплексии. Апоплексии, кто не знает, да, различные. Это разрывы вследствие скопления чего-то, да. Это разрывы яичника, это разрывы, допустим, аппендикса, разрывы легкого или кишечника вследствие непроходимости или скопления, допустим, воды, да, в плевре там, или еще чего-то. В общем, или разрыв вследствие роста опухоли, допустим, да. То есть все апоплексии, они вот связаны с планетой Юпитер, поэтому Юпитер не такой уж он и хороший. Но мы еще будем впереди это все рассматривать. Вот такие вот планеты-малефакторы. Как вы видите, их значительно больше, чем 2 планеты. Солнце, Луна являются у нас ядром личности. Они не могут быть малефакторами, они нам не вредят. Это наше естество, это наша физиологическая природа. Меркурий и Венера считаются планетами быстрыми и более такими адаптивными.
они тоже не могут быть малефакторами по той простой причине, что они, скажем так, движутся намного быстрее, чем срабатывает как бы иммунитет и вот все такое, да, как бы. И они более такие женские, детские, да, не агрессивные, скажем так, планеты. Вот такой вот момент. Так, и давайте теперь перейдем непосредственно к рассмотрению каждой отдельной планеты, которая связана со своим знаком управления, да. Так, и в табличке я как бы вам уже тоже буду показывать эти вот все строчки. Мы будем это все подсматривать, и чтобы я просто не забывала вам о чем сказать, да, давайте начнем с Овна, со знака Овен, да. Если, допустим, я буду когда называть знак, а когда буду называть планету. Но смотрите, Овен, да, это определенный орган, хотя он управляется Марсом, и Марс у нас является сам по себе планетой-вредителем, да, поэтому в данном случае я, когда что-то будет страдать, допустим, да, буду объяснять именно какой орган, а не какой процесс. Но вообще и процессы мы тоже будем рассматривать. То есть вы, как опытные у меня астрологи уже, да, вы все поймете, как это все связать. Овен у нас по классике отвечает за голову, за ротовую полость, за носоглотку, за сосуды головы, за язык, нос, все сфинктеры в организме, потому что сфинктеры, они сокращаются, это все мышцы, да. Рот, круговая мышца рта, это тоже у нас, ну и плюс расположение, да, на голове, это тоже у нас Овен, да. Но вот сами губы, допустим, форма губ, да, это уже Венера. Внешняя как бы форма это уже Венера, потому что, как я вначале рассказывала, да, стихия Земли отвечает за форму. Поэтому так, а за функциональность, да, то, что рот открывается, допустим, и участвует, скажем так, в активной деятельности, тот же самый язык, это мышца, да, вот это именно Овен, это именно Марс. Так, дальше, какие процессы могут возникать, да, как бы связаны с головой? Процессы мышления, процессы восприятия информации и выдача информации, да, потому что на голове у нас расположены органы чувств, большинство, по крайней мере, да, кроме кожи, да, но кожа на голове-то тоже есть, как бы, ну, в большинстве своем органы чувств, глаза, уши у нас, языковые, да, вкусовые рецепторы, у нас голосовые связки есть для выдачи информации, да, кожа тоже есть у нас, потовые железы, допустим, которые реагируют на стресс. В общем, все там есть. И получается, что какие могут быть заболевания, связанные со знаком Овен, да, точнее с планетой Марса. Как я уже объясняла, это все инфекционные заболевания, это лихорадки, острые воспалительные процессы, ожоги, порезы, огнестрельные ранения, да, отиты различные, гаймориты, потому что это воспалительный процесс идет, да, это различные ОРЗ, ангины, да, дифтерии различные, менингиты, воспаление оболочки головного мозга, да. Также со знаком Овен связаны стоматиты, воспаление в ротовой полости, да, и кандидозы, допустим, в ротовой полости тоже связаны с этим. Пульпиты и пародонтиты – это тоже воспалительные процессы в ротовой полости, они тоже идут по знаку Овен. А также вот эти вот флюсы, да, нарывы различные, прыщики на голове, на лице, да, это тоже все связано со знаком Овен. Так, дальше, допустим. И, допустим, если Луна попадает в первый дом, да, в дом Овна, плюс еще есть там квадратура от Сатурна, допустим, да, то получается, что вот у меня есть такой вот пример, да, живой, синдром Киари. Синдром Киари – это когда происходит сдавливание в первом шейном позвонке,
там, где соединяется вот череп, да, давит на спинной мозг, который выходит из головы. И там очень такое маленькое расстояние, и получается плохо там циркулирует вот это вот ликвор, как бы, да. Могут там образовываться кисты при этом синдроме, киста внутри спинного мозга, которая препятствует прохождению этого ликвора, да, как бы все жидкости идут по Луне. Луна в первом доме в знаке Овна. Овен – это у нас голова, да, Сатурн – это у нас процесс давления и сдавливания, да, как бы. И вот получается человек, у которого Луна в первом доме, и еще, допустим, а Сатурн стоит в четвертом доме, наследственное заболевание или врожденное заболевание, с которым человек родился, да, и синдром Киари такой вот возникает, при котором надо делать операцию, потому что это управитель Марс, да, первого дома, надо делать операцию и устранять вот это вот сдавливание. Так, допустим, рассеянный склероз, да, или, допустим, склероз, как я уже говорила, боковой амиотрофический склероз, БАС, да, как бы, который был у Стивена Хокинга, да, он тоже связан со знаком Овен, с головой, да, и как это работает, это, допустим, Меркурий в Овне, да, плюс там есть связи с Лилит или с Нептуном, допустим, Нептун у нас отвечает за железистый эпителий, за интоксикации, допустим, Меркурий это сосуды, это проводники, вот это вот непосредственно вот эти вот тонкие, да, скажем так, по которым циркулирует уже кровь, вот это вот все, да. Либо, допустим, боковой амиотрофический склероз, да, который у Хокинга был, это там была связка Уран, Овен, Плутон. Уран – это у нас двигательные нейроны, Овен – голова, да, Плутон – это склерозы, да, вот эти вот все. Склерозы – это, как вам так объяснить, что это за процесс? Склероз – это когда там разные виды склерозов бывают, но чаще всего они как раз с нервами связаны, да, с миелиновой оболочкой. Когда миелиновая оболочка плохо обрастает вот этим всем, как бы, и нарушается сама оболочка из-за трофики. Потому и называется амиотрофический. Плутон это ось Телец-Скорпион, да, связанный как раз с трофикой и с питанием, да, питания и превращения, да, чего-то. И вот когда нарушается как раз вот это превращение, да, почему Плутон задействован там, вот, нарушается трансформация нутриентов в нужный какой-то белок, в нужный какой-то микроэлемент, да, вещество, как бы, и тогда вот возникают вот эти вот явления, да, склеротические и явления дефицитов. И вот у Стивена Хокинга было такое. Так, также с Венера еще связана с трофикой, да, потому что это телец, это питание. Так, в Овне у нас экзальтирует Солнце. И, допустим, если поражается знак Овен, либо первый дом, либо, допустим, Солнце в первом доме, у таких обладателей карт таких очень часто наблюдаются инсульты. Да, потому что как раз вот Солнце, оно отвечает за крупные сосуды, а так как у нас Овен отвечает за голову, то получается, что слишком много крови прибывает именно в голову через аорту, через сонные артерии, да, как бы. Так, Меркурий, Овен – это мигрени, да, часто в обыденной такой вот жизни. Сатурн, Овен – искривление там носовой перегородки или различные травмы, да, последствия травм, допустим, где нарушается какой-то отток и начинается какой-то воспалительный процесс, какой-то инфекционный процесс, как следствие травматизации какой-то, да, и это вот именно хроническое такое затягивающийся такой времени процесс, который медленно образуется, да, вот так вот. Так, Лев. Лев, второй знак у нас огненной стихии, да, он отвечает как раз за сердце, за аорту, за крупные кровеносные сосуды и за артерии крупные в организме. Так, что еще? Вообще это
Его называют насосно-моторной станцией, да, в организме. И оно выполняет именно вот накачку крови в эти вот артерии, для того, чтобы эта кровь проходила через весь организм, заставляет сердце работать, вот этот мышечный орган, да. Почему как бы Солнце относится к этой огненной стихии? Потому что там именно работа активная такая, да, прямо происходит. И вот Солнце, оно отвечает за большой и малый круг кровообращения как раз таки. А вот вены и прохождение крови по венам, это уже ближе туда к Нептуну идет. Вот так вот. Именно кровь, которая насыщается кислородом, артериальная кровь, она все-таки больше идет по Солнцу, по огненной стихии. Потому что она впитывает в себя, там активный процесс идет, да, такой вот впитывание кислорода, и потом, ну, как бы в легких еще передача, допустим, да, происходит этой венозной крови, там тоже идет активная передача углекислого газа и впитывание кислорода, да, вот как бы так вот. Так, какие процессы патологические могут быть связаны с Солнцем, да? Это болезни сердца, это различные инфаркты, это болезни клапанов сердца, сердечная недостаточность, это, допустим, расслоение аорты, может быть тоже по Солнцу, это бычье сердце, да, как говорится, когда сердце увеличивается в размерах, идет такая вот патология. Или, допустим, когда сердечная мышца просто ослабляется, да, допустим, нарушается трофика сердечной мышцы, там должна быть еще связь с Венерой обязательно при этом, или с Сатурном, да, когда Сатурн препятствует трофике, допустим, да, и нарушается вот работа сердца, сердце сокращается намного реже, чем нужно, да, как бы, и организм тогда не получает достаточно кислорода, да. Миокардиты, различные аритмии, атеросклероз сосудов тоже, кстати, может быть по Солнцу. И вот именно, скажем так, у таких людей, у которых Солнце связано с первым домом или с Марсом, у них как раз часто могут наблюдаться вот эти вот атеросклеротические бляшки в сосудах артериальных, да, вот как бы так. Так, то есть система органов, да, или тип ткани клеток, это вот поперечно-полосатая ткань, сердечная мышечная ткань, да, и рыхлая волокнистая соединительная ткань, как бы, то, что вот является строительным материалом, да, как бы для этих крупных сосудов. Так, какие могут быть примеры? Например, Лев, да, плюс Стрелец и плюс Сатурн, да, связи такие вот. Это вот инфаркты, потому что Сатурн у нас как раз препятствует току крови, да. Стрелец это как раз вот прохождение и движение, да, закупорка холестериновыми бляшками, а Стрелец, сразу забегая наперед, он связан с печенью и с образованием холестерина, да, с холестериновой системой вот этой. Так, Лев, допустим, плюс Меркурий, да, и получается аритмии различные, потому что Меркурий у нас отвечает за нервную проводимость, да, как бы, и когда неправильно работает сердце вследствие того, что запаздывает, допустим, нервный импульс, или наоборот слишком часто поступает на сердечную мышцу, да, и тогда вот такие вот мерцательные аритмии различные возникают, в общем, такое. Или наоборот сердечная недостаточность, в общем, такое. Стрелец, да, при связи со львом, со знаком льва, тоже атеросклероз сосуда может вызывать, да. Так. Третий знак, да, третий знак этой стихии, это Стрелец, да, медленно к нему подходим. Отвечает за печень у нас, отвечает за воротную вену, за систему воротной вены, да, как бы за желчь, но, ну, как бы, да, тоже за желчь тоже она отвечает, можно сюда ее привести. Ферменты печени, за тазобедренные суставы, ноги и стопы. И тут получается за изменение формулы крови, биохимии крови, да, вследствие нарушения образования печеночных ферментов, да. Что еще? Так,
Ну да, холецистопанкреатиты, они тоже связаны, хотя панкреатиты, они связаны с девой и с раком они связаны, но так как эти органы, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь через сфинктер Оди, да, работают, связаны через 12-перстную кишку, да, это тоже рак, допустим, они как бы в системе тут работают, и получается, что ну вот такая вот связка, да. Вот тут нельзя вот четко так вот разграничить, да, вот это вот стрелец, это вот рак, допустим, да, вот там процессы между собой связаны, да, как бы вот так вот. Ну, будете знать, да, вы прекрасно понимаете, как это все сложно между собой устроено, и все между собой взаимосвязано. Но в любом случае вот так вот, да. Так, что еще? Какие процессы связаны со знаком Стрельца и с функцией Юпитера, да? А функция Юпитера – это у нас накопление. Вот как раз Юпитер почему связан с желчным пузырем? Потому что накапливается желчь, да, как бы в желчном пузыре. Вот когда, допустим, к этому Стрельцу присоединяется аспект от Сатурна, да, то могут образовываться камни в желчном пузыре, допустим, да, или может быть плохое сокращение или спазмирование сфинктера Оди, допустим, да, может быть нарушен вообще кровоток в печёночной вене, допустим, да, и если, допустим, там еще есть связка, допустим, Сатурн-Плутон, да, и связь со знаком Стрельца, да, или с Юпитером есть, то есть такие даже диагнозы, когда препятствие идет крови на печень, и печень постепенно начинает, как бы, вот эти гепатоциты, они начинают отмирать, да, вследствие того, что Плутон там задействован. Некроз такой вот медленный начинается. Именно за счет того, что Сатурн препятствует нормальному поступлению крови на печень. И вот такие вот есть симптомы. То есть это вроде бы как не онкология, но оно провоцирует вот этот некроз, да, такое вот опасное для жизни состояние. Так, что еще? С Юпитером, как я уже сказала, тоже могут быть связаны атеросклерозы различные, потому что Юпитер это у нас нагнетатель, накопитель, да, и он как раз таки участвует в процессе накопления холестерина, вот этого вредного холестерина низкой плотности, да, как бы. Есть полезный у нас холестерин, да, есть плохой, как говорится, холестерин низкой плотности, да, как раз тот, который и образует вот эти холестериновые бляшки в сосудах, да. Вот это вот все процессы по Юпитеру. Чрезмерное неправильное жирное какое-то питание, вредное какое-то, да, вот это все по Юпитеру. С Юпитером связано и со знаком Стрельца, да, сахарные диабеты, когда чрезмерно, как бы, человек... Ну, вообще, да, знак Юпитера и Тельца, они всегда связаны с таким вот богемным образом жизни, да, с удовольствиями, с понтами с какими-то связаны. И поэтому и Венера, и Юпитер, они обе такие планеты связаны с сахарными диабетами, с холециститами, холестериновыми бляшками, да. Причем, если сахарный диабет, допустим, первого типа, да, который врожденный, то там будет еще связь с Плутоном, будет связь еще. И будет связь еще и с Сатурном, потому что будет требовать дисциплины постоянной и ограничения, аскезы постоянной. Вот так вот. А вот при сахарном диабете второго типа, приобретенном, да, диабете, вот там вот будет по-любому связь Юпитера или Венеры и плюс еще с Сатурном, потому что Сатурн препятствует и приводит к нарушению выброса, допустим, работы инсулина и, как еще вот вылетает из головы, инсулинорезистентность, да, сопротивление. Так, ну, как бы замедленная работа поджелудочной железы, да, как бы вот так вот связана с Сатурном. Так, болезни тазобедренных суставов, да, как бы связанные с Юпитером, голеностопных суставов, косолапость, это тоже по Юпитеру идет, иксообразные ноги, утиная походка,
когда вот уже суставы не такие пластичные, не такие подвижные, вот тогда у человека может как бы вырабатываться постепенно со временем вот такая вот утиная походка, да. То, что я уже говорила перед этим, все виды апоплексий, связанные с Юпитером, да, когда что-то накапливается и потом разрывается, да, лопается, тот же самый аппендицит, допустим, да, когда накапливается в этом аппендиксе различное содержимое, да, и потом угроза для жизни, может этот аппендикс накопленный, как говорится, воспаленный, лопнуть, да, и будет периотонит, допустим. Или апоплексия яичника, допустим, да, как говорится, киста яичника была, и она растет до такого размера, пока она не лопнет, да, и не происходит разрыв яичника, допустим, да. Или та же самая апоплексия другой какой-то кисты, да, или гигромы какой-то, или какой-то опухоли, да, которая тоже угроза для жизни, да, в брюшную полость может тоже опухоль разорваться, или, допустим, опухоль легкого или гигрома легкого, да, тоже происходит накопление жидкости до такой степени, что она потом лопается, и лопается как бы легкая, допустим, да, и сразу угроза для жизни происходит. Поэтому Юпитер не такой уж добродетель, как его многие считают. Да? Именно сколько он, скажем так, добра, да, в кавычках, делает, когда он элементарно просто развивает сахарный диабет второго типа у человека, да? Когда забиваются мелкие капилляры, сосуды глаз, да, допустим, мозга, мелкие капилляры в ногах, да, у диабетиков. И какие последствия тогда человек испытывает, да, от этого всего, теряет просто органы из-за этого всего. Так что вот так вот, не такой уж Юпитер, он и хороший. Так, следующая стихия, это у нас стихия Земли, да, там Телец, Дева, Козерог, допустим, идут, да, и напомню, да, что Земля это у нас форма, это у нас мышцы непосредственно, это наш мышечный скелет, красота наша вся, да, это наш фитнес этот весь. Ну и кости, естественно. Это не только мышечный скелет, но и костный скелет, который у нас идет по Козерогу, по Сатурну, да. То, на что крепятся эти все мышцы, то, что держит все наши органы, как бы, на себе, да, и позволяет нам быть не амебами, а передвигаться в пространстве и испытывать на себе земное притяжение, да, гравитацию как-то. Вот это вот Земля у нас все. Телец. Телец у нас отвечает за шею, за горло, за глотку, за глотательный рефлекс, да. И получается, что еще? Губы, да, идут по Венере, как я уже сказала, мышечный орган, который форму имеет. Поэтому, когда вы колите различные филлеры в губы, да, это... У меня нету, кстати, филлеров. То там происходит вот эта вот связка Плутон и Венера. Да, поэтому считается, что чаще всего такие вот процедуры, какие-то наполнения мышц, каких-то изменения формы губ лучше проводить в период Скорпиона, да, но помню, что Венера, попадая в Скорпион, она там находится как раз-таки в слабом для себя положении и не очень как раз-таки хорошо, да. Но вообще все эти косметологические процедуры, инъекции красоты, они все связаны со Скорпионом и с Венерой. Хорошо, когда Венера в сильном для себя знаке, да, тогда эти все процедуры будут хорошо проходить с пользой как бы для вас, вам тогда результат понравится. Но когда это в период Скорпиона, а еще когда это Венера, допустим, на сожженном пути, то это не очень хорошо, конечно. Так, Телец, да, возвращаемся к теме. Телец у нас отвечает за щитовидную железу, за паращитовидные железы, за лимфатическое кольцо Пирогова вот здесь, вот, да, вокруг горла. Вот это все, которое, ну, как бы окружает глотку, да, и вот эти вот лимфатические узлы, когда вот тут бывает
реагирует на какую-то инфекцию, да, на какой-то процесс инфекционный, на вирусный процесс. Вот это вот все, это связано с Тельцом и с интровертной Венерой. В табличке, которую я вам приготовила, шпаргалка, да, я там разделила тоже на интровертную Венеру, та, которая управляет Тельцом, да. Там происходит накопление вовнутрь, да. И как раз-таки с интровертной Венерой, да, вот связаны вот эти вот все женские формы, пышные такие формы, да, и экстравертная Венера, да. Экстравертная Венера – это та, которая у нас управляет весами, та, которая социальная такая Венера, да. Там наоборот, Венера работает на выведение наружу, да, как бы, или та, которая связана с внешней средой, да, как бы, вот так вот. Ну и направлена все-таки больше на выведение извне. А Тельцовская, она вовнутрь все-таки, она поглощает. Весовская выводит, она экстравертная, она воздушная, да, она наоборот направлена на взаимодействие с внешней средой, а Тельцовская, она наоборот поглощает. Так, и вот получается, что интровертная Тельцовская Венера, она как раз связана с ожирением, с накоплением вообще и нутриентов, и пищи, да, накоплением жира, холестерина, связано с диабетами, так же, как и Юпитер, да, вообще, так же, как и Юпитер, она связана через систему глюконеогенеза, да, преобразования глюкозы в жир, как бы с печенью она тоже связана. Хотя отвечает все-таки за органы поглощения, все-таки отвечает. Вот так вот. И за шею. И все воспалительные процессы, которые происходят в шее, вот здесь вот, когда, допустим, повреждается та же самая трахея, потому что она находится тут в зоне шеи, это тоже зона Тельца. Хотя трахея сама по себе связана с системой воздуха, да, как бы через нее воздух проходит. Тем не менее, шея – это зона Тельца все-таки. И получается, что трахея – это все-таки тельцовская тема. Не сколько близнецовская, сколько тельцовская. Вот как бы так. Так, поэтому повреждение трахеи – это надо смотреть связь с Тельцом все-таки, а не с близнецами. Ну, как бы это может быть там связь, допустим, Меркурий связан с Тельцом. Вот примерно так. Так, следующая тема, да, это у нас Дева. Дева – это у нас процессы ассимиляции, поглощения, но в кишечнике. Если, допустим, желудок, да, пищевод, желудок, 12-перстная кишка, они относятся к раку все-таки, да, то вот тонкий и толстый кишечник, они уже относятся все-таки к Деве. Там происходят вот процессы ассимиляции. Поэтому по Деве, там Дева у нас отвечает за... Тоже, кстати, так же, как и для Венеры, я в этой табличке в шпаргалке пометила для себя, для вас, для всех, да, экстравертный Меркурий, это близнецовский воздушный Меркурий, и интровертный Меркурий, это тот, который управляет Девой, да, это тот, который как раз у тощих моделей вот этих, да, Клаудия Шифер, кстати, Дева, да, Пинк, вот это вот Дева. В общем, вы знаете. Так, и Дева у нас отвечает за кишечник, за всасывание нутриентов и воды, за перистальтику кишечника, за процессы, которые приводят, как бы, да, и сохраняют тургор и состояние кожи. Дерма, да, как бы дерма – это у нас форма как раз, вот эта вот плотная кожа. Это вот, почему она идет по Деве, да, по земному знаку, это все-таки Дева. Поджелудочная железа тоже связана с Девой, потому что она тоже участвует, скажем так, в пищеварении. И получается, что желчный пузырь тоже отчасти связан с Девой, потому что это уже начинается вот этот верхний отдел тонкого кишечника, да, и обеззараживание пищи происходит вот этой обработанной ферментами, да, и обрабатывается желчью это вот переваренная пища, да, вот это вот обеззараживание, сам процесс обеззараживания, и потом перистальтика
работает, продвигает это все в тонкий кишечник. Вот это вот тоже обеззараживание рук, да, по деве идет у нас такое самое узнаваемое, да, как бы у всех. Вот девы, они все такие вот прямо любят стерильность, да, скажем так, чопорность вот такая вот. Вот это вот все дева. И поэтому обеззараживание, выброс желчного пузыря, желчи из пузыря, как бы, да, вот в эту вот просвет в 12-перстную кишку, да, как бы вот это вот все связано тоже с девой, потому что оно уже как бы попадает в процесс связывания с перистальтикой и всасывания, да, с ассимиляцией связано. Это все дева уже. Так, что еще? Дева отвечает у нас за... Сейчас вы будете меня ругать, но сами подумайте, я вам сейчас объясню, почему я так думаю, да. Это у меня просто уже по прогностике подтверждалось. Дева связана с протоками. Все протоки, типа как мочеточник или семенники, или вот желчевыводящие протоки. Вот меркурианская вот эта вот тема, тоненькие трубочки, да, по которым это все проходит, вот это вот все дева, они держат форму, они как бы являются проводниками, да, вот это вот Меркурий. Но Меркурий именно девий, а не близнецовский. Близнецовский Меркурий, он отвечает, все-таки мы до него еще дойдем, но он отвечает за прохождение нервного импульса. К этим всем протокам нервного импульса практически нету. Нервный импульс идет только на сфинктер, а не на сами протоки. Форму именно протоков, зовут форму протоков, да, отвечает именно дева. Деве Меркурий отвечает. Так, что еще? И также то, что многие, может быть, поспорят со мной, но дева, знак девы, отвечает за зубы и дентин. Да, за качество этого дентина именно на зубах не Сатурн, а именно дева, потому что она связана с бактериями и с дисциплиной, да, с поддержанием гигиены и чистоты. Зубы, они тоже идут под управлением Меркурия, потому что они мелкие, их много, и они имеют свойство меняться со временем. Вот молочные зубы меняются на постоянные, вот это вот тоже по деве. Хотя многие могут считать, что зубы это костная ткань, и это все-таки Сатурн, да, у нас либо Козерог, допустим, но на самом деле, да, Козерог он у нас отвечает за кости, за костную ткань, но вот конкретно за зубы, за стоматологию у нас отвечает дева. И Меркурий, который управляет девой, отвечает. Потому что, ну вот так вот. Вот просто вот примите это к сведению и все, и запомните. За дентин точно отвечает дева у нас. Так. Следующий знак у нас стихии Земли, это у нас Козерог, да? Козерог, который управляется Сатурном, у нас отвечает за кости, за костную систему, да, за скелет, за ребра те же самые, за суставы, за позвоночник, за межпозвоночные диски, за зубы, но за зубы как именно кости, да, которые я вот говорила, что дентин на поверхности зуба – это дева, а вот внутри зуба вот это вот, да, твердость и корень зуба – это вот конкретно уже Сатурн. Вот так вот. За волосы отвечает у нас Сатурн и за ногти, за все ороговевающие ткани. Дентин, кстати, почему он по деве? Потому что он постоянно меняется у нас. У млекопитающих он по-разному, в разные сроки имеет свойство обновляться. У кроликов, да, допустим, у грызунов, у них быстрее всех
среди млекопитающих обновляется дентин. Да? У человека не так быстро обновляется, но тем не менее он имеет свойство обновляться. Очень медленно, но он обновляется. Это вам любой стоматолог подтвердит это. Да? Вы когда, допустим, делаете чистку профессиональную зубов, да, или вы, допустим, делаете пломбирование зуба, да, и есть такие участки, где вот все-таки счесывается, да, этот дентин. Вот через какое-то время этот участок, он потом снова зарастает. Вот очень медленно, но он все равно зарастает, как бы обновленным дентином. Поэтому он по деве идет. А вот то, что вот составляет остов зуба, да, непосредственно, то, что не обновляется, то, что постоянное, вот это вот Сатурн все-таки. Так, и в связи с этим у нас какие может вызывать Сатурн патологические какие-то процессы заболевания. По Сатурну идут процессы блокировки, кристаллизации, образования камней, образования кристаллов в моче, допустим, песок, да, тот же самый, как называют. Потом по Сатурну происходят блокировки различные, препятствия на входе сосудов, да, вот те же самые холестериновые бляшки, да, которые нарушают нормальный кровоток. Это вот Сатурн все-таки там участвует. Сатурн приводит к спазмированию, когда, допустим, мышца сократилась, и она не может потом назад расслабиться, да, блокировка происходит. Вот это тоже Сатурн. Потом Сатурн участвует в процессах уплотнения чего-то, когда, допустим, те же самые суставы, да, между костями, они, допустим, становятся не такими. Вот межсуставная жидкость, она уплотняется, имеет свойство при недостатке воды или при каких-то дефицитах, она имеет свойство уплотняться и иссыхаться. Вот говорят, иссыхание хрящей, да, межсуставных. И вот это вот процесс уплотнения, вот это вот тоже Сатурн идет. Сатурн отвечает за привычки, за дисциплину, за то, что находит в себе устоявшийся какой-то характер, то, что выполняется на постой. Допустим, та же самая осанка у человека, да, она может медленно со временем формироваться неправильно как-то у человека. Вот это вот тоже по Сатурну этот процесс происходит. Тем не менее, идет нарушение, да, как бы почему Сатурн малефактором считается? Потому что он не несет в себе ничего хорошего. Все, что постоянное, оно не такое уж и полезное. Во Вселенной так просто устроено, что все, что постоянно, оно стремится наоборот, к изменению. Да? И то, что постоянно изменяется, оно тоже стремится к постоянству какому-то. Сатурн отвечает за хроничность и вялотекущесть заболеваний, да? На постоянное нарастание какое-то такое. Да? Так, и еще он отвечает за депрессии. Почему за депрессии? Потому что Сатурн у нас отвечает за дефициты, а депрессия – это нарушение, дефицит или проводимости, ограничение, да, другими словами, нейромедиаторов, да, серотонина, норадреналина и дофамина. Да. Или, допустим, нарушение баланса этих нейромедиаторов, этих всех трех, да, но это в случае экзальтированного Сатурна, Сатурна в весах. Вот тогда могут быть депрессии именно за счет нарушения баланса. То есть они выделяются, да, как бы, но не в тех пропорциях, сколько надо, допустим, да. Вот как бы так. Так, что еще? С Сатурном связаны такие заболевания, как остеохондрозы, остеопорозы, грыжи межпозвоночные, протрузии, нарушение обмена кальция и фосфора, гиперпаратиреоз, да, тоже связано, несмотря на то, что это железы внутренней секреции, да, и там тоже есть связь с Нептуном и с Плутоном, тем не менее, именно кальций, фосфор, натрий, кстати, и калий, это тоже по Сатурну идут эти все микроэлементы. За образование камнеобразующие болезни, да, в почках, в желчном пузыре, это тоже по Сатурну. Дефициты, как я уже сказала, различных нутриентов, переломы, вывихи,
хронические затяжные заболевания, которые перерастают в хронические, да, вот был какой-то острый процесс, но он потом постепенно переходит в хронический процесс. Вот это тоже по Сатурну, да, связь Марса и Сатурном происходит. Вот это вот все Сатурн. Так, и смотрите, тут я в табличке, в шпаргалке подсказку вам делаю, что, напоминаю, да, связано с образом жизни и с социумом. Чаще всего эти заболевания по Сатурну связаны с образом жизни и социальной болезнью все-таки. Так, следующая стихия – это у нас воздушная стихия. Так, воздух. Воздух у нас отвечает за передачу нервного импульса, за высшую нервную деятельность. В общем, все, что касается неврологических каких-то нарушений, вообще все, что изучает неврология, да. К стихии воздуха мы относим знаки Близнецы, Весы и Водолея, да? Так, Близнецы. Близнецы у нас отвечают за бронхолегочную систему. Как я уже вам говорила, да, я тут в шпаргалке выделила экстравертный Меркурий и интровертный Меркурий, да? Вот как раз Близнецы – это экстравертный Меркурий, социальный Меркурий такой вот, да. И получается, что, как я уже сказала, он связан с легкими, с бронхами, потому что человек во время общения, коммуникации, он общается, он дышит легкими. И у него работают сильнее и более активно легкие, да. И для того, чтобы произвести звук какой-то, да, через горловую чакру, это вот как раз вот должны участвовать голосовые связки и должно быть прохождение воздуха через эти связки, да. Именно воздух создает вот этот вот звук, необходимый для коммуникации. Поэтому все нарушения с речью, именно с речевым таким вот аппаратом, с произношением звука как раз-таки и голоса, да, допустим, они все связаны с близнецами, со знаком Близнецов. Да, язык там тоже, как бы положение языка в ротовой полости тоже участвует. Это уже Марс, да, это уже знак Овна, но они между собой вот участвуют, да, Овен и Близнецы как раз вот работают в тандеме таком. И еще, переходя к знакам стихии воздуха, хотела бы вам, скажем так, подметить одну такую деталь и навести вас на мысли на такие определенные при анализе, скажем так, медицинской карты натальной, да. Прошу заметить, что вот эти вот стихии, да, они работают в тандеме. Допустим, огненная стихия, знак огненной стихии, он работает всегда в тандеме со знаком воздушной стихии. Знак земной стихии работает в тандеме всегда с водной стихией. Почему? Потому что между ними образуется, между этими знаками секстиль образуется. И поэтому секстиль это такой вот гармоничный, взаимопомогающий, дружелюбный такой вот аспект, да? И поэтому они работают всегда в тандеме. Если это знаки уже, допустим, по оппозиции работают, то да, они все равно работают в тандеме, но они друг друга дополняют. И поэтому для лечения одного заболевания необходима еще энергетика другого заболевания, да, как бы где какой стихии не хватает, именно какая стихия ущемляется, и ее становится, допустим, нехватка, да, а другой стихии в избытке. И вот надо этот баланс как бы найти тогда. Но они все равно в тандеме работают. Не может быть такого, что, допустим, Земля, да, работает с огнем. Вот там не будет излечения. Там вот надо будет все-таки через какую-то другую стихию работать. Понимаете, как бы вот так вот. Так, и поэтому, как я уже сказала, да, Близнецы всегда взаимодействуют, допустим, либо с Овном, либо с Львом. Вот так вот. И тот же самый, допустим, Рак, он взаимодействует либо с Тельцом, либо он с Девой взаимодействует. Потому система Рака, да, она очень плотно связана с системой Девы, допустим, да. А Телец связан с Раком, пища попадает через глотку, да, через шею проходит, и потом попадает уже в зону Рака, в пищевод и в желудок, да. Дальше там пробегается в зону Девы. Вот так вот это все работает.
Поэтому помните это всегда при анализе ваших натальных карт на предмет предрасположенности к болезням. Так, переходим, возвращаемся к нашим баранам, к нашим близнецам, да. Так, экстравертный Меркурий, да, отвечает за легкие бронхи, кислородный обмен, за периферические нервы, которые, допустим, сокращают мелкие капилляры в сосудах рук, ног, да, за иннервацию мышц и сосудов. Вот это вот все болезни, которые идут по неврологии, вегетососудистой дистонии, да, вот это вот все идет по близнецам. Ну и тоже вы знаете, да, примеры, когда, допустим, панические атаки, да, происходят, когда человек именно из-за того, что нарушается проводимость нервного импульса, да, а у нас близнецы по кресту, да, связаны с высшей нервной деятельностью, с водолеем, да, это все сигнал идет из мозга, идет сигнал на легкие, на то, чтобы легкие раскрылись, допустим, и человек вдохнул, да. Человек при панической атаке не может сделать вдох. Или у него блокируется, он не может сделать выдох. Да, как бы вот так вот. И получается, что вот так вот оно между собой связано. Так, болезни легких, органов дыхания, различные плевриты, нарушение оксигенации, локальные нейропатии различного характера и генеза, да, интоксикационные нейропатии, там, дефицитные какие-то, не знаю, вследствие нарушения проводимости импульса, да, допустим, механическая была травма, да, и нарушена проводимость нервного импульса там, после, не знаю, каких-то ситуаций травматических, да, вот это вот все идет по Меркурию Близнецовскому. Так, нейродермиты, кстати, тоже, потому что идет раздражение через импульсы. Человеку хочется себя чесать, да, именно из-за того, что не из-за того, что у него там грибок на коже, да, а именно из-за того, что вот его кожа чувствует вот этот вот импульс раздражающий, как будто бы у него чешется, на самом деле там нету никакого провокатора. Вот это нейродермиты, это тоже идет по Меркурию, по близнецам идет. Следующий знак стихии воздуха – Весы, который управляется экстравертной Венерой. Весы отвечают за почки, за надпочечники, за выработку гормонов, регулирующих давление. Напоминаю, кортизол, адреналин, альдостерон, да, и избыток этих гормонов не только может приводить к повышению давления, нарушению ритма сердца, но и вызывает также сахарный диабет, тот, который как раз-таки идет по Венере, так же, как и для Тельцовской Венеры, точно так же и для Весовской Венеры, да. И с той Венерой, и с интровертной, и с экстравертной Венерой все равно связан сахарный диабет от удовольствия, скажем так, получаемого от сахара и от такой вот калорийной какой-то вкусной пищи. Но разница заключается в том, что Тельцовская Венера, интровертная, у нее, получается, все нарушения идут больше из-за проблем с печенью. А вот у Весовской экстравертной Венеры там больше идут нарушения из-за нарушения баланса гормонов. И в том числе баланса гормонов надпочечников вследствие каких-то стрессовых ситуаций, вследствие каких-то социальных ситуаций, где человеку нужно как-то испытывать какие-то социальные проблемы, трудности, стресс какой-то, да, вот как бы не сколько от переедания, сколько вот именно на фоне каких-то стрессовых ситуаций, из-за этого могут и скачки давления случаться, и все. Вот в этом разница между той и той Венерой. Также весы отвечают за внешние, наружные половые органы у женщины и у мужчин, так как Венера Весовская, она у нас управляет 7-м домом, домом отношений, поэтому она отвечает еще и за внешние половые органы, те, которые
визуально, скажем так, люди, партнеры видят друг в друге. И за форму груди, допустим, и за размеры половых органов, за вульву. Вот как бы в связи с этим весы связывают с таким явлением, как гермафродитизм, когда у одного человека одновременно присутствуют и внешние половые признаки женщины, и внешние половые признаки мужчины. Вот такая вот Венера весовская у нас. В связи с тем, что весы связаны с вот этими органами, да, то как раз вот и все нарушения, какие могут быть, это нарушение давления идет, это различные проблемы с мочевыводящей системой, так как это почки, да, и надпочечники, выведение жидкости из организма. Это могут быть инфекции мочевыводящих путей, инфекции почек. А с этим связаны различные, кроме гипертонии, да, всяких, это еще и пилонефриты, острые или хронические, различные циститы, вследствие, допустим, там, инфекций или нервной системы, да, допустим, регуляции, или, допустим, там, нервно-мышечного управления какого-то, да, или возрастные изменения какие-то, да, посткоитальные циститы тоже сюда входят, гломерулонефриты – это нарушение абсорбции в почках, да, и как бы фильтрации крови, изменение скорости клубеньковой реакции. Вот такие вот могут быть патологии, связанные именно с весами. Также, что еще? Весы также, допустим, могут тоже участвовать, когда, допустим, есть какое-то камнеобразование в почках, но там должна быть связь с Сатурном, потому что за камни, за песок в почках у нас отвечает именно Сатурн, да, Сатурн у нас вообще за кристаллизацию всего отвечает. Если, допустим, в 4-м доме, да, 4-й дом выпадает в весах, допустим, и есть там Сатурн стоит, то вот как раз таки этот Сатурн может вызывать такие нарушения, которые будут как раз таки влиять, да, вызывать какие-то хронические пилонефриты или посткоитальные циститы, которые будут препятствовать тому, чтобы женщина, допустим, забеременела, да, завела ребенка. Вот так вот. Именно препятствие на продолжение рода. И будет это все выливаться через вот эту вот урогенитальную систему, через патологию урогенитальной системы. Так, следующий знак воздушной стихии – это Водолей, как я уже сказала, да, который отвечает за нейрогуморальную деятельность, за связь периферической нервной системы с высшей мозговой деятельностью. И тут получается у нас непосредственно по Водолею идет сам головной мозг, отделы головного мозга, спинномозговые нервы, также конский хвост, да, нервы конского хвоста. Вот это вот все это по Водолею идет, по Урану. И получается, что ну, как бы нервная ткань, да, нервная ткань идет, управляется Ураном, сухожилия, связки и фасции, которые тоже иннервируются. И поэтому, когда у нас, допустим, плохая смазка в суставах, когда у нас растягивается фасция какая-то, да, или когда уплотняется межсуставная жидкость, у нас сразу происходит болевая реакция, потому что в надкостнице, в этом вот хряще все-таки там присутствуют нервные окончания, да? Болят не кости, а болят именно вот те участки, в которых есть нервные окончания. И это все вот как раз по воздушной стихии, по близнецам, либо по Урану, по Водолею. Но близнецы больше отвечают за периферическую нервную систему, за отдаленные какие-то участки, за иннервацию кожи, да, за тактильные ощущения, допустим. А
Водолей, он все-таки за обработку информации отвечает, за высшую нервную деятельность и передачи импульса от мозга дальше туда, к конечностям, костям, к внутренним органам, допустим. Вот так вот это все. То есть близнецы, они больше настроены как антенки, да, они настроены на восприятие информации, передачу импульса к головному мозгу, а водолей, он все-таки наоборот, обратная идет передача, как бы, да, ну, они все работают в тандеме, конечно, но именно центральное управление это все-таки водолей и уран. Так, и поэтому по урану идут такие патологические процессы, как и шизофрении, и эпилепсии различные, и нервные тики, обсессивно-компульсивные расстройства идут, дислексии, кстати, идут по урану, все неврологические заболевания, да, и поэтому, когда, допустим, у человека при протрузиях, при грыжах позвоночного столба испытывает человек боли, да, там в пояснице или в грудном отделе, допустим, позвоночника или в шейном, да, это все лечит один врач-невролог, да, все-таки лечит, а не ортопед и не травматолог, все-таки невролог это все, или вертебролог, да, занимается этим всем. Так, что еще? Фибромиалгия. Это тоже все идет по водолею, по урану. Вирусные заболевания, кстати, идут по водолею. Вирусные синдромы, состояния, полиомиелит, менингиты идут тоже, потому что это воспаление головного мозга, да, оболочек головного мозга. Ковид, кстати, тоже идет по водолею. Вот это же почему ковид пришел, потому что Плутон начал переходить в знак водолея, да, приносить вот эту вот инфекцию, скажем так, которая влияет на мелкие капилляры и снабжение, оксигенацию головного мозга. Вот после ковида почему у многих долго не может восстановиться, допустим, обоняние, да, не может долго восстановиться восприятие от вкусовых рецепторов, допустим, да, почему у многих есть вот такое вот, как проблемы с памятью, да, вот это все последствия ковида, потому что это такой вот вирус, отличающийся от обычного ОРЗ, да, от обычного вируса гриппа, именно тем, что он способен влиять на мозг, на структуры, на органическое как бы состояние мозга, да, потому ковид тем и оказался опасным именно тем, что он влияет на мозг все-таки, в отличие от других вирусов. На нервную ткань он влияет. Так, ну и естественно в связи с этим у нас водолей и уран отвечают за разработку вакцин, да, современная специальность такая и, ну, давно современная, но я имею в виду, что она сейчас стала более актуальной просто. Но вообще тематика вакцинирования, она сюда относится, именно к урану, к водолею. Так, что еще? Ну, в принципе, так все, да. Ну и необычные, скажем так, необычные какие-то таланты, да, которые связаны именно с органами чувств, которые как раз обрабатываются головным мозгом, все связаны с водолеем. И потому таких вот талантливых каких-то вундеркиндов, да, людей, которые не то, что там быстро обрабатывают, допустим, счет в голове или еще что-то, вот именно людей необычных, которые имеют необычный уровень обработки информации от рецепторов. Вот эти все люди, они тоже относятся к людям водолейского типа, да, вот так вот. Так, следующая стихия у нас, это у нас вода. Вода у нас отвечает за лимфоток, за водно-солевой обмен, за все вообще, в принципе, жидкости в организме, за состав жидкостей в организме, за циркуляцию, да, как бы за давление этих жидкостей в этих полостях, да, в которых они содержатся, будь это сосуды или какие-то емкости, да, тот же самый мочевой пузырь, допустим, или почки, или еще что-то, да. Поэтому стихия воды в карте человека, она связана с астматическим давлением,
и с гормонами, потому что гормоны ну, как бы связаны с химическим составом, да, как бы за обменные вообще процессы, с железами внутренних секреций, которые продуцируют как раз эти гормоны, да, и перерабатывают их, скажем так, преобразующее вот это вот действие, тоже за тканевой обмен этих всех нутриентов, жидкостей, ну, в общем, глобально вот так вот, да. Ну и к воде, естественно, мы относим знак рака, либо Луну, да, Скорпиона, управляющим Плутоном, и рыбы, управляющиеся Нептуном, да. Ну и давайте с Луны начнем, да. Самая первая, самая близкая нам всем. Луна, которая входит в ядро личности, да, она ни в коем случае не является никаким бенефактором или малефактором, она является непосредственно нашим естеством. Это наша, скажем так, сигнальная система, да, которая обеспечивает безопасность нашей жизнедеятельности, которая чувствует, нам комфортно данное состояние пребывания в этой среде или некомфортно. Нам полезно это вот то, что мы тянем в рот, да, себе, или не полезно, допустим. Нам достаточно его или недостаточно. То есть мы поглощаем необходимые нутриенты или не поглощаем с вот этим всем, тоже запоминая, да. Поэтому есть такое выражение, да, память воды, память Луны. Поэтому, ну и Луна у нас отвечает за личную безопасность, да, за тревожность и за обеспечение безопасной питательной среды. И поэтому Луна у нас, ее нельзя никак критиковать и сказать, что она слишком какая-то избалованная или какая-то капризная или еще чего-то там, или слишком переменчивая, меняет наше настроение, да, и меняет наш какой-то эмоциональный фон. Вот ее нельзя ни в чем обвинять. Вот она такая, как есть. Нашу Луну надо воспринимать вот такой, как она есть, и все, как бы с благодарностью, что она нас как бы не убила, и мы до сих пор до этого момента живы, как бы. Поэтому Луна у нас в первую очередь отвечает за пищевод, за желудок, поджелудочную железу, да, процесс переваривания самой пищи, да, ферментами и соляной кислотой, за островки Лангерхаса в желудке, да, за вот это вот, скажем так, не то, что сказать химический состав, да, за pH все-таки желудка, да, за кислотность желудка, да. Поэтому Луна, она не такая уж и пресная местами, да, как бы местами она не такая уж и пресная. Очень интересная даже Луна. Она отвечает у нас за менструальный цикл у женщин, потому что приливы, отливы, да, Луна создает вот это все, и оно все подвязывается у женщин к этому циклу тоже лунному. Она отвечает за вот эту вот смену гормонального фона, то, что вот постоянно у нас колеблется, да, как бы в определенные дни цикла выделяются больше тех гормонов, в другие дни цикла больше тех гормонов выделяется, а тех становится немножко меньше, да, как бы на спад идет. И поэтому Луна у нас отвечает за переменчивость и цикличность процессов, за смену одного процесса другим. Луна отвечает за женскую грудь и за лактацию, за выработку молока грудного. Поэтому она связана с половыми женскими гормонами, гендерными гормонами, да. Она связана с гормоном, который обеспечивает выработку молока, да, с пролактином она связана, а пролактин у нас тесно связан с нашим стрессом, с физическими нагрузками, да, у женщин связан, и поэтому считается, что кроме кортизола, да, как бы у нас еще уровень стресса у женщин показывает и уровень пролактина, потому что он как раз вот как гликозилированный гемоглобин, допустим, да, показывает уровень глюкозы там за последний месяц, допустим, да, вот точно так же пролактин показывает уровень стресса у женщины тоже за какой-то определенный период времени, прямо за целый период такой вот объемный. Вот точно так же. Ну, естественно, женщина в стрессе, да, часто мы
встречали такие вот примеры, случаи, когда на фоне стресса прекращалась лактация, да, допустим, у женщины. Это вот как раз вот все это. Потому что Луна, она все равно имеет связь с высшей нервной деятельностью, да, и опять-таки по тригону она имеет связь с Плутоном все-таки. Через гормоны, да, через трансформацию одних гормонов в другие, вот это вот все, она все равно имеет связь с Плутоном, и с Ураном тоже она имеет связь, потому что, как я в других видео, да, про Луну вам рассказывала, что Луна с Ураном никак не может дружить. Вот Луна, когда попадает в Водолей, допустим, или в 11-й дом, вот все, это вот для нее абсолютно некомфортная среда, стрессовая среда. И наоборот, если Водолей, допустим, Уран, если попадает в 4-й дом, да, или соединяется с Луной, все, это вот тоже пасочки, короче, тоже ничего из этого не выйдет. Так, ну, в общем, поэтому с Луной связаны все болезни желудка, панкреатиты, гипо- и гиперацидозные гастриты, при которых люди пьют либо антацидные какие-то препараты, либо наоборот пьют, повышают кислотность, да, короче, либо понижают, либо повышают кислотность. Язвы желудка связаны, пищевые аллергии, да, непринятие как бы какого-то пищевого, как сказать правильно, агента, да, наверное, вот так вот. Гиперпролактинемия тоже, да, когда гипофиз, допустим, вырабатывает слишком много этого гормона пролактина, да, как бы, когда, допустим, там обнаруживает опухоль в гипофизе, да, то, которая тоже может продуцировать и способствовать тому, что очень много этого пролактина вырабатывается, да, это тоже вот связь как раз Луны с Плутоном, да, потому что Плутон отвечает за новообразования различные, да, за нарушение менструального цикла у женщин. Если, допустим, участвует Сатурн, да, с Луной идет аспект, то могут быть задержки просто цикла, допустим, либо что еще? Кстати, Сатурн с Луной и с Ураном может давать незапланированную беременность, кстати, неожиданную. То есть, когда яйцеклетка выработалась намного раньше или намного позже, и неправильно посчитали, как бы, да, и случайно вот так вот неожиданно забеременели тогда. Мастопатии, связанные с Луной, потому что Луна у нас за грудь, за женскую отвечает, да, различные фибромы в матке и фибромы, доброкачественные опухоли в грудях тоже связаны с Луной, эндометриозы, но это тоже обязательно должна быть связь с другими еще малефакторами, да, с Плутоном, либо с Сатурном, либо, допустим, какая может быть связь? Может быть, с Тельцом, допустим, неправильное питание какое-то, да, налегание на определенные какие-то продукты может, допустим, так как Луна у нас очень быстрая, она меняется, да, как раз с Луной связаны вот эти вот изменения состояний психических, изменения эмоциональных состояний, да, как бы. Поэтому люди, у которых есть, допустим, поставлен диагноз биполярное расстройство, у них там по-любому будет связь вот этой Луны, у них быстро меняются эти состояния в течение суток, да, как бы именно из-за того, что Луна быстрая, не планета, да, как бы светила, но быстро проходит зодиакальный круг, быстро меняет в течение суток знак, да, и меняется как бы сила этой Луны, меняется аспектация от других планет, поэтому вот так вот. Так, следующий знак стихии воды – это у нас Скорпион под управлением Плутона. Да? Напоминаю, что Плутон один из малефакторов. Скорпион у нас отвечает за гомеостаз на клеточном уровне, за перерождение и трансформацию. Да, как бы. Поэтому в организме он как раз вот отвечает за такие вот процессы. За регенерацию и, естественно, за физиотерапию, за реабилитацию какую-то, регенерацию клеток на вот клеточно-тканевом каком-то уровне, за заживление ран. Он отвечает за восстановление
состава крови, да, приведение его к балансу. Допустим, при каких-то обильных кровопотерях, да, восстанавливается количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, да, в определенный баланс приводится вот это вот все. Также скорпион у нас отвечает за клеточную гибель и за аутолизис клеток, да, то есть тут такие вот есть по механизму гибели клеточной, вот различают апоптоз, да, и онкоз, допустим. Апоптоз это более такая активная форма, да, и он все-таки происходит через Деву. А онкоз это пассивная форма гибели и происходит через Сатурн все-таки. Опять-таки, да, напоминаю, через секстиль работает, да, секстиль от Скорпиона. Это в одну сторону Дева, в другую сторону у нас Козерог, да, и поэтому нормальный активный апоптоз происходит через Деву, и онкоз, который ненормальный, он как раз-таки пассивный, да, он через Сатурн, через знак Козерога происходит. И получается, апоптоз нормальный имеет физиологическую либо старческую природу, а онкоз, он все-таки имеет насильственные механизмы. И получается, но есть насильственные, есть естественные, есть неестественные. И вот получается к естественному такому вот онкозу, да, относится все-таки такая вот навязчивая, да, скажем так, функция происходит. Это вот отмирание клеток эндометрия, да, во время женской менструации, да, отмирание клеток эндометрия, которыми этот эндометрий крепился к стенке, да, и вот эти вот клетки отмирают. Вот насильственно, потому что под воздействием определенных гормонов происходит это все, да, и тогда вот происходит отслойка, как бы выход, да, либо патологическое при наличии какого-то повреждающего фактора, какого-нибудь облучения, либо какого-то вируса, либо еще чего-то, да, то есть патологическое, неестественное. А вот апоптоз, то есть естественное, либо физиологическое отмирание, да, либо старческое вследствие старения просто клетки, да. Допустим, как пример, при формировании эмбриона одни клетки отмирают, но допустим, образуются другие клетки, да. Эмбрион, как вы знаете, проходит различные стадии формирования, да, там от головастика там, до другого какого-то, да, до полноценного человека проходит. И вот эти вот клетки, допустим, того же хвоста, допустим, они отмирают. Это вот естественное такое природное физиологическое апоптоз происходит. Вот это вот все процессы по Плутону идут. Они вот на таком глубоком микроскопическом и клеточном уровне происходят, да. И получается, что вот даже дифференциация, да, стволовых клеток в определенные клетки, да, это тоже все, за это все Плутон у нас отвечает, да. И когда вот нарушается вот этот естественный апоптоз, да, он как раз таки может приводить к аутоиммунным каким-то заболеваниям или к злокачественным образованиям, да. Поэтому мы все понимаем, что у нас Скорпион отвечает за онкологию полностью, да, и за процессы перерождения, за процессы трансформирования какие-то, да, вот так вот. Также по Плутону, Плутон отвечает за мочеполовую систему, да, и за выделительную систему. Что это имеется в виду? По Плутону у нас идут половые органы, женские, мужские половые органы, матка, допустим, половой член, там, клитор, вот эти вот семенники или яичники у женщины, да, это все по Плутону идет. Прямая кишка идет по Плутону, да, анус сам тоже по Плутону. Поэтому, кстати, фаллопиевые трубы, да, у женщины, это все-таки весы, но это связь весов и Плутона, все-таки вот так вот. Так, ну и что еще? И в связи с этим, да, в связи с тем, что вот такие, кстати, гормональная система, половые гормоны, да, и выброс, допустим, гормонов надпочечников, которые тоже участвуют в взаимодействуют с половыми гормонами, да, как бы так вот, это тоже вот идет по Плутону. Кортизол по Плутону идет,
поэтому у нас столько профессий опасных, да, и людей, которых тянет в эти вот опасные какие-то экстремальные профессии, да, это все тоже Плутон. И в связи с этим по Плутону идут какие патологические процессы? Онкология, да, лизис, аутоиммунные заболевания, эндокринология, вся по Плутону идет, геморрои различные, импотенции, эндометриозы, которые связаны как раз с перерождением клеток эндометрия, да, циститы те же самые, потому что Плутон связан с инфекционными заболеваниями, да, и плюс выделительная функция. Ахиты, кто знает, гуглите, пожалуйста, что такое ахит. Различные заболевания, передающиеся половым путем, все виды склерозов, как я уже говорила, да, объясняла, что такое склероз. Это все-таки вот обрастание миелиновых оболочек, да, допустим, и не только. Склероз сосудов, допустим, когда повреждаются изнутри оболочка сосуда, да, и начинает пропотевать, допустим, жидкость через сосуды в около сосудистое пространство, да, как бы в ткани в эти все. И генетические заболевания тоже идут по Плутону. Врожденные патологии, генетические заболевания, передающиеся по наследству через хромосомы, это тоже по Плутону все идет. Еще хотела сказать, что тоже про Зерпина, когда там просто есть люди, прямо вот поколенческие такие вот периоды, да, когда Плутон, допустим, в соединении с Прозерпиной у нас. Вот, ну а Прозерпина очень медленная, но тем не менее ее тоже связывают с онкологией. И поэтому как бы ее связывают как? Что онкологическая предрасположенность передается генетически, и поэтому всегда при сборе анамнеза всегда спрашивают, да, как бы у вас в роду были как бы близкие родственники, предки, которые болели онкологией, да, как бы. Вот как раз вот это вот явление, оно связано с Прозерпиной. Не всегда Плутон только один сам несет на себе нагрузку онкологии, еще и Прозерпина может участвовать. Так, ну и третий знак водный у нас, самый последний, да, это рыбы, которые управляются Нептуном, да, и получается, что за что у нас отвечает Нептун? У нас Нептун отвечает за ферменты печени, так же как и Юпитер, отвечает за биохимию крови, за вены и за лимфоотток, отвечает за водно-солевой баланс, так же как и рак тоже, водно-солевой обмен, за иммунитет, потому что вот система гомеостаза поддерживается, да, клетками крови, и от этого как раз зависит иммунный ответ организма, да. За гормоны, да, отвечают, только гормоны те, которые уже выделяются именно гипофизом, за ступни ног, так же как и Юпитер, и за грудь. Кстати, тоже за грудь отвечает Нептун. Так, за форму груди, я бы даже так сказала, за то, сколько жировой ткани и воды в груди, как бы вот так вот, за вот это вот отвечает все-таки. Поэтому рыбы, да, они, женщины, у кого асцендент в рыбах, они часто имеют большую грудь такую, женские формы такие вот, да, как бы пышные. И как бы и у этих людей, даже если они не пышные, у них все равно может быть такая вот рыхлость кожи, да, как бы такое вот есть. Так, ну и в связи с этим Нептун у нас отвечает за гематологию, полностью все нарушения состава крови, да, клеток крови, за анемию, да, вот это вот все отвечает Нептун. Нарушение иммунного ответа, за аутоиммунные заболевания тоже Нептун отвечает, да. Допустим, когда пониженный иммунитет вследствие там каких-то синдромов определенных или состояний, да, допустим, человек проходит химиотерапию, да, та же самая химия, да, это тоже вот как раз по Нептуну идет, и за счет этого убиваются определенные клетки, да, понижается иммунный ответ, как бы, и что тогда? Противоположный знак по Нептуну это у нас Дева, да, как бы, и тогда
требуется у нас что? У нас требуется тогда дисциплина и поддержание гигиены и чистоты, да, стерильности, для того, чтобы не было дополнительных провоцирующих агентов и еще больше не понижался иммунитет. Поэтому противоположные знаки всегда работают в тандеме, их нужно всегда обязательно учитывать. Не только при анализе натальной карты в плане психологии, да, но и в плане, на предмет заболеваемости, когда вы анализируете карту как медицинскую натальную карту, да, как бы вы тоже должны учитывать знак напротив, как бы. Так, асциты различные, да, отеки, варикозы, тромбофлебиты. Тут связь с Сатурном по-любому должна быть при тромбофлебитах, да, когда происходят закупорки какие-то, приостановка кровотока, лимфотока, да, допустим. Также с Нептуном связаны различные нарушения сна, сомнамбулизм связан с Нептуном, хождение во сне, да, или, допустим, нарушение сна, то, что бессонница, или, допустим, частые пробуждения во время сна, да, и когда у человека нарушаются фазы сна, да, вот есть даже вот лаборатории сна, да, в которых вот исследуют все-таки, что происходит с человеком во время сна и какое у него нарушение мозга. Поэтому Нептун тесно связан со своим, скажем так, знаком и напротив с Девой связан, и со Скорпионом тесно связан, и с высшей нервной деятельностью, с Водолеем он тоже связан. Поэтому, когда есть, скажем так, аспектация натального Нептуна транзитным Ураном, да, каким-то, или, допустим, не обязательно Ураном, а, допустим, через конфигурацию, допустим, Луна достраивает аспект к Нептуну и к Урану, да, как бы делает вот такой вот аспект между ними. Вот могут наблюдаться тоже нарушения сна у такого человека, но тоже нужно выяснять, почему все-таки. Так, потом с Нептуном связаны различные, как вы понимаете, депрессии, фобии, опять-таки связаны через знак Тельца, да, с трофикой, с питанием, с образом питания. Те же самые, допустим, диабеты и заболевания, так же, как и у Юпитера, у Стрельца, да, холестериновые различные нарушения могут быть тоже связаны с Нептуном, так как это, второй управитель рыб Юпитер, да, как бы вот так вот. Различные синдромы состояний. Это вот то, что я уже упоминала, да, биполярное расстройство какое-то, что вроде бы как человек физически здоров, да, но он как бы пребывает в определенных таких вот синдромах поведения, да, как бы вот это вот тоже Нептун. Это все. Или, допустим, те же самые интоксикации. Они как по Плутону могут идти, по Скорпиону, так и по рыбам могут идти. Да, потому что по рыбам идут различные там алкогольные интоксикации, фармацевтические интоксикации, наркотические, различные, да, виды интоксикации. Вот так вот. Также Нептун отвечает за болезни при плохой экологии, когда человек, допустим, реагирует, да, и несет какие-то патологические изменения в здоровье вследствие того, что он проживает в неблагоприятных экологических условиях, да, допустим, вблизи каких-то рудников, шахт там, или где есть, допустим, какие-то залежи, да, или еще чего-то там. В общем, когда человек реагирует именно на плохое состояние экологии, да, или плохая вода, допустим, в какой-то местности, да, что там слишком много фтора или еще чего-то, и человек реагирует на это, да, или там выбросы, там ртуть, допустим, в воде находят повышенное содержание, да, или еще что-то. Вот эти вот все заболевания, которые являются следствием плохой экологии, это тоже вот Нептун. И также Нептун отвечает за профессиональные заболевания, потому что напротив знака рыб у нас знак Девы, или напротив 12-го дома 6-й дом у нас, да, профессиональный дом, когда человек слишком отдает себя самого работе, да, своей, вот получается по противоположному знаку идет уход как бы
в 12-й дом как бы профессиональные заболевания, да, которые могут приводить к госпитализации, тогда к уединению по 12-му дому. Вот так вот, закрытое учреждение, да. Вот так вот. Поэтому вот такие вот у нас планеты. Вот, они отвечают за такие вот патологии, да, скажем так. Так, ну, в принципе, все мы так разобрали. Что еще хотела вам рассказать? Ну, в принципе, все вроде бы. Вот попробуйте разобрать свою карту на предмет вот таких вот предрасположенностей к заболеваниям, да, и попробуйте для себя вывести, скажем так, идеальную, правильную формулу анализа этой карты. Вот вы убедитесь, что нету такого вот, скажем так, такой правильной формулы, да, что вот надо сначала разбирать 6-й дом, как многие популяризируют, да, что сначала мы анализируем 6-й дом, управителя 6-го дома, и Марс, и Сатурн, допустим, и все. А некоторые вообще только 6-й дом анализируют, и 8-й дом, да. А некоторые, допустим, 6-й, 8-й и 12-й дом анализируют, да, чтобы понять, от чего как бы, ну, чего нужно опасаться. На самом деле нет. Это все, сколько я наблюдала, оно не так работает. За предрасположенность к определенным заболеваниям, да, отвечает полностью вся карта, даже если между планетами гармоничные аспекты. И они вообще, допустим, никак не связаны там, с 6-м домом, допустим, да. Вот нет, они все равно, вот, сколько я наблюдала, все равно планеты, допустим, как-то вот в соединениях стоят, да, ну, допустим, связаны между собой аспектами в разных домах, да. Тем не менее, вот это вот все подтверждается, что вот эта вот планета в этом знаке, в этом доме, она несет вот такую вот патологию, вот такую вот связь вот с вот этой вот историей, да, с вот этим образом жизни, допустим, или, допустим, связь с социумом, да, или, допустим, связь с генетическими врожденными какими-то патологиями или еще с чем-то, да, хотя вообще может не касаться 6-го дома, а может и касаться. Поэтому надо смотреть на карту в целом, да, и надо смотреть, какая Луна, какая она все-таки как бы сильная, здоровая или нездоровая, она слабая, как бы, она мутабельная, допустим, или она все-таки в фиксированном знаке в каком-то, да, и она склонна застревать в этих всех состояниях и в этих патологических процессах, да, как бы, ее как бы трудно, как говорится, расшатать и поменять ситуацию на лучшее, да, как бы на выздоровление. И там вот тогда надо учитывать уже транзитную ситуацию, допустим, да, и, или, допустим, учитывать еще, какие люди вокруг, да, как они могут своей синастрией как-то изменить ситуацию, да, если там серьезная какая-то ситуация. Вот такое. Поэтому надо в комплексе все разбирать. Так, вроде бы все сказала вам, так, извините, что подсматриваю, потому что очень много информации, очень много нюансов, названий, которые просто трудно удержать все в голове. Я прикреплю к видео шпаргалку, табличка большая такая, вы ее видите рядом как бы частично, да, вот как бы, но она сделана в большом формате, вы просто будете увеличивать и будете читать как бы мелким шрифтом перечисленные патологии или, допустим, органы, за что отвечает, да, какая планета. Вот так вот. Поэтому можете по ссылке под видео в описании скачать эту вот шпаргалку-подсказку для себя. Ну и можете, обязательно напишите в комментариях, какие вы у себя в карте прослеживаете сочетания, допустим, планет, да, в каком доме, в каком знаке. Указывать обязательно это. Это, ну, как бы имеет значение. И как это на физическом плане, в какую болезнь или в какую патологию переросло, да, это полезно будет для всех остальных. Мы тут собрались как раз-таки для того, чтобы делиться опытом собственным, да, как бы, чтобы собиралась какая-то статистика, как бы, чем больше людей будут рассказывать о своих каких-то практических, реальных таких вот историях и положениях, тем быстрее будет, как бы, ну, как сказать, развиваться, да, изучение практической такой вот полезной астрологии, да, в том числе и в медицинской астрологии, которой, кстати, специалистов не так уж много на самом деле. Вот так вот.
Поэтому всех благодарю за внимание. Ставьте под этим видео лайк. Очень много работы я провела над этим материалом. Не один день, как бы, чтобы собрать это все воедино, в кучу, да, как бы, и вам тогда рассказать это все. Пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на канал, жмите на колокольчик уведомлений, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Мои видео выходят не так часто, поэтому колокольчик вас не будет беспокоить, но зато вы будете в курсе свежих видео. Вот так вот. Все, всех благодарю за просмотр, всех обнимаю, целую, всем пока-пока.